Данное видео посвящено двурядной сетке с пико из более тонкой ниточки. Я взяла нить в 3 сложения, итальянский мерсеризированный хлопок. Вот такая бобинка у меня есть. Нить взяла в 3 сложения, 5000 на 100 грамм. И из нее вязала я кокетку для платья «Серебряная лилия». И основанием была гусеничка, шнур гусеничка. А вот я уже пыталась здесь сделать пробные варианты. Вот здесь вот немножко петля выходит за рамки ровности. Я буду делать вот на этой грани, провязывать сетку. Для начала мы определим, какой хвостик оставляем побольше, потому что мы будем иголкой прятать кончик нити в гусеничку и начинаем вязать. Обязательно сохраняем и соблюдаем условия натяжения нити. Мизинчик, указательный палец. Все, натяжение нити у нас соблюдается. Берем образец. Крючок возьмем 0,55. И начинаем провязывать. Делаем 10 воздушных петель, соединяемся соединительным столбиком, подтягиваем. И главное условие качественного вязания — это ниточка, которая находится на крючке. Она обязательно должна быть натянута. И петля, которая на крючке, должна быть всегда одинакового размера. 10 воздушных петель на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если для нитки Канарис мы выбирали 5 петель предыдущего ряда, так как у нас нитка очень тонкая, то мы берем примерно 3 петли предыдущего ряда, для того чтобы у нас сформировалась арочка. Соединяемся столбиком без накида, разворачиваемся, делаем 2 столбика без накида по цепочке из воздушных петель, 3 воздушные петли — это пико, соединяемся в столбик без накида, 2 столбика без накида провязываем и продолжаем 5. 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пропускаем 2 петли в третью, соединяемся столбиком без накида, разворачиваемся, 2 столбика без накида провязываем по цепочке, 3 воздушных петли для пико. Это первый ряд двурядной сетки. Хочу показать, как идет в сравнении тонкая ниточка и более толстая Канарис. Вот для меня Канарис уже прям толстая нитка. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Третью
Это ниточка швейная, она очень мягкая, пластичная, и вяжу как будто шелковой ниткой. Мне она понравилась. Заказывала ее в магазине, в интернет-магазине в Инстаграм. Будет ссылка на этот магазин. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цепочку из воздушных петель вяжу быстро. Ничего нету более замудренного, чтобы ее медленно вязать и показывать на видео в медленном варианте. Обвязка столбиками без накида будет более тщательно показана. Вот пико тоже показываю помедленнее, потому что тут идут тонкие моменты. Именно соединение пять, 6, 7, 8, 9, 10. Если вы видите, что вот вытягиваются петли, я посмотрела в изделии, сильно не выбивается из общего ряда вот это вытягивание петель. То есть она не бросается в глазах как небрежность. Именно на гусеничке. Поэтому я это сохранила, оставила, и для меня это было как декор. То же самое и также смотрелось в изделии. То есть не было такого сильного выбивания из общей композиции. Могу предложить вариант, если вот такая петля не устраивает, да, вот вытянутая, могу предложить вариант захватывать не петлю, а еще одну ниточку снизу. Здесь вот на гусеничке есть на задней стороне есть еще одна вот ниточка. И ее захватывать вместе с этой петлей. Провязываем столбик без накида. Разворачиваемся, обвязываем стенку арочки. И продолжаем дальше. Вот сейчас вот этого просвета нет. Обратите внимание. Если вам этот вариант больше нравится, без просвета, то его можно применить. Десять воздушных петель. Вот сейчас я прям этот буду вариант провязывать. Столбик без накида на пико и 2 столбика без накида на поднятие. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратите внимание, что сейчас у меня происходит небольшое скручивание. Скручивание это я делаю намеренно, потому что такой вариант подходил для кокетки. Кокетка это заменитель такой воротничка.
Если это вокруг шеи, да, мы располагаем, то, соответственно, оно у нас будет лежать по выкройке воротника. Поэтому закругленная форма здесь имеет место быть. Чтобы больше закруглить горловину, нужно будет уменьшить количество между вот этими соединениями. Но я этого не делаю, так как это будет сильно фалдить. А мне нужна ровная кокетка. Чтобы аккуратно лежала на плечах, в спине, на уровне груди. Восемь, 9, 10. Так, 10 воздушных петель. Соединяемся через 2 петли предыдущего ряда и продолжаем по заданной схеме. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как цепочку из воздушных петель, так и все столбики я провязываю очень туго. Такая плотность петель у меня достигается только натяжением нити. Я вижу вот эта петелька, вот прям видно, что она вытянулась, вот прям видно. Подтягиваем ее, уменьшаем и ровно для того, чтобы прошла головка крючка с ниточкой. Никаких свободных петель. И растянутых. И если такой сохранится навык у вас, все изделия, неважно, там простая будет схема узора, или это будет более сложное ирландское кружево, то будут они очень качественные. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два для поднятия обвязки арки. Почему я выбрала именно тонкую нитку для обвязки, для формирования кокетки? Потому что взгляд ложится у нас прежде всего возле лица, первое впечатление. И если кружево очень тонкое, то это дает такое изящество и качество работы. Теперь мы пошли на обвязку следующего ряда арочек. Схема все та же. Создаем сначала ряд из воздушных петель, потом его обвязываем. После 3 столбиков без накида делаю
пико. Раз, два, три. Столбика без накида, пико из 3 воздушных петель. Раз, два, три. Вот такой образец получается из итальянского мерсеризированного хлопка. Хотела бы, чтобы вы обратили на него внимание и сравнили с ниткой с образцом Канарис. Вот такая ниточка. Меня, если хотите знать мое мнение, больше привлекает образец из итальянского хлопка. Тоньше нитка намного и пластичнее. Получается образец изящнее. Оставьте комментарий под постом.